Здравствуйте! Этим видео я начинаю цикл о создании простой визуальной новеллы с использованием движка RenPy. Я надеюсь, что найдутся те, кому мой труд покажется полезным. А данное видео мы начнем с основ определения нового персонажа и речи. Итак, главным для новеллы является, как это ни удивительно, сюжет. Так что первым делом нужно написать хотя бы какую-никакую историю. И для ознакомительных целей с возможностями движка я написала историю про человека, чье имя знакомо многим – Ивана Дурака. Сразу предупреждаю, что ожидать от этой истории чего-то интересного не стоит, но прошу оставить порицание моего творческого таланта на потом. Имея в руках сценарий или его черновик, мы можем приступать к созданию визуальной новеллы. Откроем наш проект, выделив его в списке проектов, а затем нажав «Открыть проект» справа. Если вы впервые запускаете Atom, появится куча сообщений с вопросами. Можете смело нажимать на отрицательные варианты. Слева мы видим папку нашего проекта со всеми имеющимися в ней файлами. Главный сценарий находится в файле «Скрипт». Обратите внимание на две важные составляющие кода – отступы и комментарии. Отступы необходимы для корректной работы кода, а комментарии, обозначенные символом решеткой, для корректной работы программиста. Обычно в комментарии помещаются объяснения к последующему коду или важные замечания. Как видите, игра начинается с обязательной метки Label Start, после которой идет сценарий новеллы. Давайте запустим ее и посмотрим, как она работает. Мы видим, что игра начинается с диалога «Вы создали новую игру RenPy». Если мы вернемся к коду, то та же строка диалога является первой после Label Start или начала. И вся новелла содержит всего две строки. Начнем нашу собственную новеллу. Я хочу, чтобы она начиналась с черного экрана. Для этого мы создадим новую сцену с черным фоном командой Scene Black. Команда Scene говорит движку, что мы начинаем новую сцену, а слово Black – это имя рисунка, который будет фоном. Данный рисунок уже содержится в движке по умолчанию. Сохраним наши изменения с помощью стандартного сочетания клавиш Ctrl-S и вернемся к новелле. Как видите, изменения не вступили в силу, потому что игра не была перезапущена. Используем сочетание Shift-R для перезапуска. Данное сочетание сработает только если раскладка клавиатуры будет на английском языке. Теперь наша игра не запускается. Это из-за того, что в сцене ничего не происходит. Поэтому добавим пустой диалог и сохраним файл. После того, как мы использовали перезагрузку один раз, новелла перезагружается автоматически. Теперь все работает. Откроем наш сценарий и скопируем первые строки. А затем вставим их в сценарий. Не забудьте помещать диалог в кавычки. Сохраним. Теперь наша новелла состоит из двух строк. В некотором царстве, в некотором государстве жил-был Иван Простак по фамилии Дурак. Чтобы история не обрывалась неожиданно, вставим «Продолжение следует» в конце, перед командой Return. Команда Return возвращает игрока в главное меню, завершая игру. Вернемся к сценарию и скопируем поэтическую фразу полностью. Так как мы поместили ее в одну пару кавычек, она будет восприниматься как одна фраза. Заметьте, что фраза должна начинаться со своеобразной красной строки. Итак, настал момент появления главного героя. В папке Images я создала подпапку Иван, куда поместила все рисунки Ивана. Имя каждого рисунка состоит из имени персонажа и его состояния. Выберем сонного Ивана, Иван Sleep. Atom позволяет нам просматривать изображение. Чтобы показать персонажа, введем команду Show, что переводится как «покажи», и затем название нашего рисунка Иван Sleep. Сохраним. Придется откатить текст с помощью колесика мыши, а затем нажать левую кнопку мыши или пробел.
Иван появляется прямо перед фразой «Продолжение следует». Если мы хотим добавить имя говорящего в BrainPie, все, что нужно, это добавить имя персонажа перед диалогом на одной строке. Сохраняем. И видим, что все прекрасно работает. Цвет имени персонажа зависит от оформления, которое мы выбрали при создании проекта. Поменяем сцену, в которой находится Иван. Все рисунки сцен я поместила в подпапку BG или Background. Выберем рисунок BG Ванна, сохраним и вернемся к новелле. Вставим еще две фразы Ивана и сменим его эмоции. Не забудьте выровнять текст в красной строке. Чтобы не писать имя Ивана по 150 раз, обозначим его как переменную букву I. Здесь мы воспользуемся командой define перед стартом игры. Данную фразу можно расшифровать как «Определи I как персонажа с именем в кавычках Иван и таким-то цветом текста». Здесь 16-ричный код цвета. Пока оставим как есть. Затем вставим I перед фразами и сохраним. Вернемся назад и видим, что цвет очень неподходящий для нашего фона. Выберем другой цвет, и в интернете для этих целей можно найти код любого цвета, какой вам нравится. Даже такого. Выберем цвет потемнее, например, синий, и вставляем его шестизначное значение к параметру цвета нашей переменной. Сохраняем. Помните, RenPy автоматически определяет все рисунки, находящиеся в папке Images, даже если вы поместите их под папку. К тому же все имена папок, подпапок, а также файлов должны быть написаны в латинском алфавите или на английской раскладке клавиатуры. На этом все. Оставляйте свои вопросы в комментариях. Пока-пока!